Привет, друзья, с вами Андреич. Ты наверняка замечал. Стоит только начать резать лук, и глаза сразу начинают щипать. Текут слезы, а иногда даже приходится прерываться. А вот чеснок режешь себе спокойно. Максимум запах на руках. Почему такая разница? Давай разберемся. Секрет лука в его химическом составе. Когда ты режешь луковицу, ты разрушаешь ее клетки. Внутри этих клеток находятся две важные вещи. Аминокислоты, содержащие серу, и особый фермент – алииназа. В обычном состоянии они разделены, но при нарезке все смешивается. Результат – в воздух выбрасывается летучее соединение, которое называется пропантиал-С-оксид. Оно быстро попадает в глаза, раздражает слизистую, и организм реагирует защитным способом. Вырабатывает слезы, чтобы смыть раздражитель. А теперь чеснок. В нем тоже есть фермент и серосодержащие соединения. Но в отличие от лука, при разрушении клеток чеснока образуются другие вещества, например, аллицин. Он может пахнуть сильно, но глаза он не раздражает. Поэтому слезы только от запаха обиды, а не от чеснока. И вот еще интересный момент. Пропантиал-С-оксид очень летучий, он быстро испаряется и успевает достать до глаз даже на расстоянии. Именно поэтому, когда ты режешь много лука, хоть повернись спиной, все равно щиплет. Есть, кстати, пару хитростей, как избежать слез. Например, использовать очень острый нож, чтобы меньше разрушать клетки. Положить лук в холодильник перед нарезкой. Это замедляет реакцию. Или резать его под проточной водой. Часть газа просто не доберется до глаз. Так что теперь ты знаешь, лук заставляет нас плакать не потому, что он злой, а потому, что у него отличная химическая защита. А чеснок просто в этом плане повежливее. Подписывайся на канал, если хочешь знать простыми словами, почему в этом мире все устроено именно так. Андреич объяснил. До встречи.